Приветствую всех на моем канале Вязание Хобби. И сегодня я подготовила очередную, уже третью десятку, надеюсь, полезных советов по вязанию. Кто еще не смотрел первые два выпуска полезных советов, переходите по ссылочкам в описании под этим видео. И надеюсь, они вам тоже пригодятся. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. И спасибо за просмотр. Если изделие, которое вяжем, в будущем нужно будет сшивать, необходимо сделать прибавку на швы. Где-то половина сантиметра, можно даже и целый сантиметр. Вот эти швы. Что такое плотность вязания и как ее рассчитать? Плотность вязания – это расчет количества петель и рядов для определенной площади готового полотна. Время, которое мы затратим на расчет петель и рядов, полностью окупится, когда мы свяжем уже и наше изделие. Готовая вещь будет, конечно, сидеть хорошо по фигуре, и работа наша принесет удовольствие. Рассчитать плотность вязания можно следующим образом. Выбрать обязательно узор, которым мы будем вязать изделие. Связать образец, например, набрать 20 петель. И связать 20 рядов в высоту этого узора. Обязательно измерить образец и сделать расчет петель и рядов, то есть установить, сколько петель приходится на 1 сантиметр по горизонтали и сколько рядов по вертикали, то есть сколько в 1 сантиметре петель и сколько рядов в 1 сантиметре. Так, на данном образце у меня набрано 20 петель, и смотрите, получается 8 сантиметров у нас длина. Так, 20 петель мы делим на 8, и у нас плотность вязания в сантиметре получается 2,5 петли в 1 сантиметре. Теперь высоту. Так, высоту возьмем, давайте вот до этого узора, потому что у меня тут ниточка добавлена. Там уже по-другому я вязала образец. Так, у меня там 2 вот эти зеленый меринос, а внизу вот до этого изнаночного ряда у меня 3 тоненькие ниточки мериноса. Так, и вот смотрите, можно сказать, 3 сантиметра у меня провязана вот эта вот высота. Так, считаем ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рядов у меня в высоту, и это 3 сантиметра. Получается в 1 сантиметре, то есть если мы разделим 11 рядов на наши эти 3 сантиметра, получится плотность вязания в рядах 3,66. Округляем: 3,7 ряда в 1 сантиметре. Исходя из этих расчетов, мы сейчас можем начинать вязать свое изделие. То есть мы знаем, какую ширину будем вязать, умножаем на плотность вязания в петель, так, и набираем это количество петель. Про наконечники для спиц, я думаю, все слышали и знаете. Для того, чтобы петельки не убежали, можно пользоваться вот такими наконечниками. Для спиц потолще есть наконечники потолще. Для спиц потоньше можно приобрести наконечники потоньше. И тогда, когда вы начнете опять вязать, вы просто снимете этот наконечник и продолжите свое вязание. Кроме того, если у вас нету наконечника, можно вместо этого взять обычный ластик. То же самое. Прикрепить, вставить в спицу и таким образом закрепите свое вязание. Довольно-таки часто в вязаных изделиях, в составе которых есть шерсть особенно, появляются катышки. Они образуются там, где поверхность подвергается трению. Конечно, это очень, скажем, удручает, потому что действительно вещь, которая вот, ну, уже есть эти катышки, она смотрится совсем неприглядно, некрасиво. Но для того, чтобы дать, скажем, вещи новую жизнь, можно приобрести машинку от катышек, и они действительно на самом деле
помогают удалять эти катышки. Раньше, в свое время, у меня было несколько вещей, на которых были катышки, и, скажем так, ну, не могла я нормально от них избавиться, пока не приобрела именно машинку от катышек. Так, что касается этой машинки. Вот она, вот такая она у меня есть, так, это коробка. А сама машинка выглядит вот таким образом, так. Здесь у нас есть ножик. Вот это вот у нас открывается. Смотрите, здесь вот эти вот ножики, здесь тоже собирается этот ворс. Даже бывает, когда почистишь, тут все, скажем, полностью забито. Так, эти ножики, они аккуратно срезают вот тот ворс, про который я вам показывала в самом начале. Вот, видите, по краям. И вот здесь вот эти ножики аккуратно, вот когда водить таким образом, желательно круговыми движениями, они срезают вот этот ворс. Срезанные комочки ворса попадают уже в небольшой контейнер в ручке вот этого прибора. Так, затем можно взять, открыть. И вот смотрите, вот здесь вот они образуются, и, вернее, сюда они попадают, и тогда можно просто их взять и выбросить. То есть я иногда почищу вещь, у меня, скажем, полностью вот эта вот емкость вся в этом ворсе. То есть машинка для удаления катышек действительно очень нужна. Особенно именно для того, чтобы почистить все вот эти вот шерстяные наши вязаные изделия. И вот смотрите, я сейчас нажму и услышите звук. И вот такими движениями круговыми, не спеша, но займет какое-то время, зато вы будете довольны. И это на самом деле работает. Чтобы освежить цветную пряжу или вязаное изделие из цветной пряжи, в воду для стирки и полоскания нужно добавить 1-2 столовые ложки уксуса. И тогда цвет обновляется. Так, у меня вот закончилась ниточка, мне нужно присоединить другую. Я присоединять буду при помощи клея, так сказать, приклеим. Вот такой у меня клей есть. Очень хорошо склеивает, но единственное, нужно совсем немножко, потому что если переборщить, вот такое толстое уплотнение, так, и оно как бы заметно, не очень красиво будет смотреться. Так, в первую очередь я вот эти вот ниточки, которые буду присоединять, я еще их разделю на половинку. Вот смотрите, хотя бы вот таким образом. Вторую тоже разделяю примерно на половинку. Складываю с одной части ниточки, с другой 2 половинки и отрезаю вот так какой-то там небольшой кусочек. То есть одинаковые ниточки. И сейчас будем склеивать. Склеиваю я вот таким образом. То есть вот эту длинную буду с коротким, с другой ниточки склеивать, а короткий конец этой ниточки буду склеивать с длинным концом другой ниточки при помощи вот этого клея. Но клей, еще раз повторяю, зубочисткой немножко совсем. Вот таким образом промокнуть эту ниточку. И берем длинный конец с коротким другой нитки. Так, и вот таким образом складываем немножко, скажем, их вот таким образом соединяем. И достаточно. То есть он очень такой крепкий, этот клей, очень. Поэтому его главное много не наложить. Так, и сейчас точно так же берем другую ниточку. Так. Совсем немножко. Вот эту вот ниточку приклеить. Так, еще, наверное, возьму. У меня уже там его немножко, скажем, осталось. Так.
Вот, видите, ниточка таким образом как бы склеивается. И второй конец. И складываем. Придерживаем немножко буквально. Он схватывает очень быстро. Вот таким образом. Так, то есть вот здесь мы уже склеили, видите, совсем небольшое уплотнение. То есть я разрезаю не всю нитку сразу, а именно делю хотя бы на половинку, и тогда склею вот эти вот две половинки. Тогда получается вот одно уплотнение будет, а второе уплотнение уже вот через какое-то расстояние. Вот. И таким образом это вот соединение будет совсем малозаметное. Эти кончики можно потом, если что, обрезать ножничками, которые не склеились. Или подклеить, если вы будете видеть, что оно мало. Но клей очень хороший, он держит очень хорошо. Единственный момент, еще раз обращаю на то, что много его накладывать не надо. Иначе в полотне он как бы не то что заметен, но плотное такое получается. И некрасиво. Чтобы увеличить размер изделия, которое вы вяжете, можно взять спицы побольше, то есть большего размера. Или наоборот, если вы хотите сузить ваше изделие, значит возьмите спицы меньшего размера. Вот смотрите, у меня связан образец. Узор один и тот же, ниточка одна и та же. И вот до этого маркера я вязала спицами номер 3,5. У меня ширина получается 9,5 сантиметров. Дальше после маркера я вязала спицами на размер больше, то есть 4,5. И у меня уже ширина 10,5 сантиметров. То есть на целый сантиметр у меня увеличилась ширина вот этого полотна, когда я поменяла спицы на размер большего размера. То есть не обязательно набирать большее количество петель, можно и поменять спицы на больший размер. И тогда ваше полотно расширится. Или же наоборот. Если хотите сузить, берите на размер или на пол размера меньше спицы. После того, как вы сошьете вязаные детали, обязательно нужно отпарить швы с изнаночной стороны. Почему? Так они станут менее жесткими и более незаметными. Вот как в данном случае. Вот этот шов. И видно только, что здесь у нас сшито. И в желтом топе то же самое. Вот это вот с лицевой стороны. А там оно уже с изнаночной. Когда вяжете воротник, середину воротника, имеется в виду вот эта вот часть, лучше всего провяжите спицами меньшего размера. Если вы, допустим, набирали спицами номер 5, через несколько сантиметров перейдете на спицы меньшего размера, допустим, вот как здесь 4, а ближе к серединке перейдите еще на размер меньше, в данном случае 3. И тогда провяжите эту серединку, то есть там, где сгибается этот воротник, примерно 2-3 сантиметра меньшего размера спицы. Вот в данном случае 3. После опять берете в работу спицы номер 4, провязываете то же количество рядов, что и здесь, 4. И в завершении тогда вы уже заканчиваете спицами теми, которые были первоначально, спицами номер 5. И тогда у вас воротник, имеется в виду самая серединка, будет плотно прилегать к вашей шее. Сколько петель набирать на шапку? Можно воспользоваться двумя способами. Первый способ заключается в следующем. Количество петель в 1 сантиметре. Естественно, мы должны связать образец, посмотреть, сколько петель у нас в 1 сантиметре будет. Так. Это количество петель в 1 сантиметре умножаем на обхват головы нашей. И затем вот это вот наше произведение, то, что получится, мы должны еще отнять 15%. Так, чтобы шапка, которую мы будем вязать, она у нас не сползала, а более плотно прилегала к голове. Второй способ. Мы должны суммировать количество петель без натяжения, то есть
Смотрите, количество петель в 1 сантиметре. То есть в образце мы должны связать образец, посчитать, сколько у нас будет без натяжения в 1 сантиметре. Затем растянем, так как мы будем носить эту шапку. Вот. То есть не таким образом, мы же так носить не будем, а более, скажем, так, в таком виде, в каком мы собираемся носить шапку. Так, и затем вот это вот количество петель, еще раз давайте в 1 сантиметре, без натяжения, суммируем с количеством петель в 1 сантиметре с натяжением. Так, затем умножаем на обхват головы нашей и еще делим на 2. И у нас должно получиться то количество петель, которые будем набирать на шапку. В принципе, можно будет воспользоваться и одним способом, и другим, и взять даже между этими способами какое-то среднее значение. Но чаще всего оно у меня совпадает, практически одинаковое.